надо понять истоки, в связи с чем политика властей Латвии за последние 20 лет была направлена на лишение гражданских, политических, экономических и других прав той части населения, которая не относится к титульной нации. Откуда истоки политики латвийского руководства, истоки таких действий, которые сегодня притворяются в ограничении прав на общение на родном языке, образование на родном языке, на искажение правописания имен и фамилий иноязычных, как они называются в латвийских законах. Все, по моему глубокому убеждению, основанную на той практике, правозащитной деятельности, которая есть в Латвии, они основаны именно на истории в прошлом веке. Это участие большого количества граждан Латвии, сегодняшних граждан Латвии, в войне на стороне нацистской Германии. Поэтому, говоря вот этот правовой и исторический аспект, это связано с тем, что сегодня происходит ревизионизм в той победе, которая произошла в 1945 году. Большая часть латвийского общества формируется на незаконность и неправомерность такого решения, как Нюрнбергского трибунала, который определил нацизм и СС как преступную организацию, как совершившие преступления против мира, геноцид, военные преступления. Сегодня эти правовые понятия изменены вопреки приговору трибунала, и на этом основывается вот эта политика дискриминационная латвийских властей. Что касается вот вопроса, связанного с дискуссией по русскому языку, я хочу сказать, что, конечно, для проживающих в Латвии граждан, которые голосовали за придание статуса русскому языку, это форма протеста против этой дискриминационной политики в отношении русскоязычного населения, значит, основанная именно на неотношении русскоязычного населения к титульной нации, к некоренному населению, если говорить юридически правильным термином, к некоренному населению. В связи с этим их лишают возможности общения на родном языке, обучения детей на родном языке, искажение и придание, значит, транслитерация русскоязычных имен и фамилий, значит, с применением правил грамматики латышского языка. Перечень можно продолжать, он достаточно обширен. Но истоки, как я уже сказал, они кроются именно в событиях 1945 года, 1944 для Латвии, значит, когда оттуда был изгнан, Латвия была освобождена от нацизма, ну а реально, значит, сложение оружия произошло 8 мая 1945 года после подписания акта капитуляции. В то же время, вот если говорить о предстоящем референдуме, ведь очень многие эксперты в Латвии говорят о том, что вряд ли этот референдум наберет необходимую половину голосов для того, чтобы русский язык получил статус второго государственного. Но в то же время на государственном уровне идет такая вот какая-то тяжелая ситуация складывается, когда сам референдум воспринимается как нечто, не отвечающее интересам Латвии как государства. Как будто, по-моему, даже сам президент сказал о том, что если вы идете на референдум, вы как бы способствуете расколу страны. Вот как вам кажется, вот подобные выпады политиков самого высокого уровня, вот чем они чреваты для государства? Вы знаете, это результат, вот сам постановка вопроса о референдуме, результат 20-летней политики. Если бы русскоязычное население не дискриминировалось и не ограничивалось в правах, в том числе и по употреблению языка, конечно бы такого не прошло. Вот нормальный здравомыслящий человек может представить, что к нему в офис придет инспектор языковой, и из-за того, что вы не говорите на латышском языке, вас оштрафуют. И дальнейшие репрессии подвергаются в этой ситуации. Но это нормально или нет?
Конечно же, это форма социального протеста и политического протеста против сложившейся ситуации. А то, что латышские политики и, так сказать, элита, именно национальная элита в Латвии высказывает такие, оценки, дает такие оценки, это закономерно, потому что они 20 лет проводят эту дискриминационную политику именно ограничения прав некоренного населения, хотя я хочу сказать, слово «некоренное население» к тому населению, к которому оно применяется, не может быть, они родились там. А где же, как признать людей, которые родились в Латвии, которым говорят: нет, ты сегодня не гражданин. И, кстати говоря, оценивая исторические аспекты вот этого понятия «не гражданин», я опять же хочу сказать, что это заимствовано у нынешней власти именно от нацистского оккупационного режима, когда граждане Осланда, то есть не граждане, жители, правильно их нельзя назвать, они не имели гражданства, им выдавали такой документ, он назывался «без определенного подданства». То это изобретение не Латвии и Эстонии, как сегодня пытаются сказать, это изобретение нацистской Германии, это поражение в правах, это то, с чем борются во всем мире. И, кстати говоря, для того, чтобы скрыть, что эти люди родились на территории Латвии, поскольку члены моей семьи сами не гражданами являются, родившимися в Латвии, им пишут графу: когда вы прибыли в Латвию. И вот моя жена, там дети, они указывают с момента рождения. То есть это в утробе матери туда они попали, и так объясняется эта ситуация всему цивилизованному человечеству. Это люди приехали, и поэтому латвийские власти, объясняя всему миру, почему они им не дают статус гражданства по рождению, только потому, что вот они приехали в Латвию с момента рождения. Маленький нюанс. Поэтому какой аспект политической деятельности руководства Латвии не возьми, везде имеются дискриминационные истоки, дискриминационные нормы прав человека, языковые, национальные, этнические, которые приводят к тому результату, что люди вынуждены бороться за свои права в той форме, в которой позволяет демократическое общество. Они заявляют о себе, что это не пришедшие откуда-то инопланетяне, потому что aliens, паспорт не гражданина, в английском языке дается aliens, то есть это пришелец, инородный человек, который туда, но он родился там. И вот это государство, которое провозгласило демократические принципы права, действующие на территории своей республики, присоединились к этим демократическим нормам права, они их просто не исполняют. Это такой лозунг прикрытия для Совета Европы, для Европейского Союза, для других международных, для государств. Вот у нас есть, мы исполняем. А если разобраться фактически, никакого исполнения нет, имеется действительно дискриминационная норма, когда человек по рождению лишен своего права на гражданство. Это дается любому родившемуся человеку от рождения. Это Декларация всеобщих прав человека, где сказано в статье 1, первое основополагающее, что каждый человек рождается свободный и равный в правах. Так вот, равенство в правах для неграждан, его нету, потому что он туда якобы, условно говоря, в утробе матери появился в Латвии. Вот такой цинизм, такое надругательство над здравым смыслом происходит и в других направлениях жизнедеятельности Латвии. Я хочу сказать, что, кстати говоря, еврейская община Латвии в собственность не получила ничего. Она получила в пользование то, что было на территории Латвии, и никакой компенсации денежной за то имущество, которое получило государство латвийское после уничтожения общины. Если говорить об исторических моментах, их можно отдельно описывать, но я хочу сказать, что в нормальной психике сегодняшнего человека уложиться это никак не может. И поэтому политика властей Латвии в отношении некоренного населения, она бесспорно, как я и начал, она основана на политике нацистской Германии, продолжение ее, восхваление, как мы видим сегодня в памятниках, увековечена память палачей. И 16 марта, как известно, не надо думать, что власти запретят это шествие, оно опять же пройдет, уже поданы заявки, шествие в память легионеров. Поэтому это элемент национальной политики, и в связи с этим я и как раз хотел придать гласности
Что же за политика латвийских властей, как в отношении русскоязычных граждан, как в отношении евреев, уничтоженных в 1941 году, до сегодняшнего дня, до сих пор продолжается преступление Холокоста, а памятники устанавливаются палачам. Я вам могу сказать, по историческим сведениям, на 1940 год в Латвии проживало от 80 до 90 тысяч еврейского населения. После войны, как следует там из приговора Нюрнбергского трибунала, было 30 человек оставшихся. Значит, сегодня население Латвии менее 8 тысяч, еврейского населения менее 8 тысяч человек. Но я хочу сказать, этих сведений, значит, сегодняшней Латвии я не склонен верить в полном объеме. Почему? Во-первых, на момент выхода Латвии из состава Советского Союза в 1991 году там проживало 2 миллиона 900 тысяч человек. Сегодня по переписи населения, которое никак Латвия не может огласить, потому что цифры страшные, менее 2 миллионов человек. Можете себе представить, за 20 лет правления, значит, национально озабоченными властями получили потерь больше, чем во время Второй мировой войны. Вот такая политика, это как результат. Не говоря уже, конечно, о части проживавших на территории Латвии, которые были физически истреблены, и сейчас количество в Латвии проживает еврейского населения около 8 тысяч, около 8. Но второй аспект, который я хочу сказать, а как определить, еврейское или нееврейское население? Фамилии евреев искажает под латвийское транслитерацию. Я вам могу рассказать на примере моей фамилии. Значит, мои дети, родившиеся там, вместо 2 «ф» они имеют 1. Вместо буквы «и» им ставят букву «й». И причем я написал, обратился в этот институт госязыка. Цинизм ситуации в том, они говорят, а у нас вот такие правила грамматики латышского языка, поэтому мы вам даем документы, не мне, а я гражданин России, даем так, как у нас пишется. Но у меня вид на жительство, в котором пишут так, как в российском паспорте. Никакого отношения к влиянию на язык Латвии это не имеет. Поэтому сколько фамилий искажено, еврейских, русских, вы не представляете, знаете о скандальных ситуациях. Шишкину, которые сделали неблагозвучную Сиськину и сказали, живи с такой фамилией, дали об этом документ. Столько издевательств терпит население. Поэтому я говорю лишь относительные цифры, то, что можно понять в той печати, в которой появляется.